Заговор в правительстве. Мишустин пошел против всех. Саботаж на высшем уровне. Черный месяц для генералов. Еще один высокопоставленный офицер найден мертвым в Москве. Неожиданный прорыв на Донбассе. Войска пошли в контратаку. Россия запустила ракеты у границ Японии. Новая провокация. Конфликт с Токио обостряется. Киллеры мафии на службе у Кремля в Европе. Шокирующие подробности громкого дела. Об этих и других событиях к вечеру пятницы 21 августа. Наконец-то пятница, но прежде чем расслабиться, важно узнать, чем запомнился этот день. В эфире «Нехта». Поехали. Дальнобойные санкции Киева продолжают работать. В Перми, а это более 1500 километров от украинской границы, снова гремели взрывы. Под ударом оказался один из ключевых российских НПЗ – завод «Лукойл» Пермнефтеоргсинтез. Как на самолет этот маленький, долетать, как? Он входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих объектов России. Последствия атаки пока уточняются, но, похоже, можно уверенно предположить, очереди на заправках страны-агрессора в ближайшее время точно не уменьшатся. Молодой человек, я сказала, на 5-ю колонку. Вы пришли на 3-ю. Господи, простите меня, пожалуйста. Новой массовой мобилизации после выборов в Госдуму не будет. В этом уверяет не кто-нибудь, а тот самый Василий Небензя, постпред России при Организации Объединенных Наций. Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно. Последние недели высокопоставленные представители путинского режима устроили настоящий флешмоб в том, что никакой мобилизации в стране не планируется, заявили депутаты Госдумы Андрей Колесник, Виктор Водолацкий, генерал Виктор Соболев, голос Кремля Дмитрий Песков, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов и бывший президент Дмитрий Медведев. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Для верности об этом теперь трубит Небензя уже не в Москве, а в ООН. Но посмотрим, что произойдет после выборов. И кто прав, а кто ошибается. А тем временем правительство Российской Федерации делает совсем другие движения. В Госдуму уже внесли законопроект о штрафах за неисполнение решений губернаторов и региональных штабов, связанных с мобилизацией и обеспечением потребностей армии. Штрафы для компаний могут доходить до 1 миллиона рублей, а их работу смогут приостанавливать на срок до 90 дней. То есть пока публично Небензя, Медведев и многие другие говорят одно, Мишустин с министрами готовят совсем другое. Что это, саботаж или уже заговор? А может, тут кто-то банально врет? Тем временем ВСУ снова продвинулись, и на этот раз в Донецкой области. По данным Института изучения войны, геолокационные карты подтверждают продвижение украинских сил в северо-западной части Водянского, к югу от Доброполья. Российские военные также заявляют об успехах на этом участке, но аналитики не нашли им подтверждений. Авторы доклада напоминают. Российские войска также продолжают использовать видеозаписи, измененные с помощью искусственного интеллекта, для создания ложных заявлений о продвижении. Одновременно украинские силы успешно контратакуют на севере Харьковской области. Россия продолжает давить в районах Боровой и Купянска и заметно увеличила число ударов на Купянском направлении. Аналитики считают, что это может быть подготовкой к новым наземным атакам. В Москве нашли мертвым еще одного высокопоставленного офицера. В своей квартире обнаружили тело генерал-майора ФСБ в отставке. Игорь Лаптев много лет служил в спецслужбах, занимался информационной безопасностью, работал в налоговой полиции, даже дорос до замминистра. Позже этот чекист возглавлял компанию, которая поставляла софт и оборудование коллегам, силовым ведомствам страны. Обстоятельства смерти официально не раскрываются. Московский комсомолец, первый сообщившим о случившемся, сразу выдвинул версию о
убийстве 83-летнего КГБшника. Август стал черным месяцем для российских генералов. 5 числа в Москве похоронили генерал-майора Валерия Плохотнюка, который, по данным ряда СМИ и госреестров, умер 1 августа в день взрыва в ресторане «Балци Росси», где предположительно отмечали юбилей главкома ВКС Александра Чайко. Да вам посмотрите вокруг, налево-направо, вот вам и ухудшение. И с каждым днем все хуже и хуже. Все, в России наконец нашли действенное средство, как уменьшить число жалоб на дефицит бензина. За дело взялась Русская Православная Церковь. Нет-нет, до святой воды дело еще не дошло. Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян не жаловаться чиновникам на нехватку топлива и вообще меньше возмущаться действиями власти. Совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот. Прям потерпеть немного не могут. Люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Логика получилась почти идеальная для нынешней России. Бензина нет, возмущаться нельзя, требовать решения проблемы тоже не стоит. Остается только молиться, чтобы на заправке все-таки появился АИ. Ну, еще можно мощи Дмитрия Донского по заправкам провести или на НПЗ разместить в качестве ПВО. Делитесь своими предложениями. Россия готовится усилить удары по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. По данным ГУР, Москва уже получила около 50 ракет КН-23, КН-24 и модернизированных КН-30. А в Воронежской области разворачивают 6 пусковых установок для них. Как отмечает Американский институт изучения войны, из этого района под угрозой оказываются сразу 7 областей Украины: Сумская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Киевская, Днепропетровская и Запорожская. Особенно опасны КН-30. Они могут нести боеголовку массой до 2,5 тонн. Северокорейские ракеты способны промахиваться на сотни метров или даже километры, но именно поэтому их применение еще опаснее для гражданских. Только в Киеве с февраля 2022 повреждения получила каждая 3-я многоэтажка или около 4000 из 12 тысяч многоквартирных домов. К согражданам неожиданно обратился и Роберт Мадяр-Бровди. Гражданским же желаю стойкости и собранности. Непростые испытания только впереди. Между нами и противником не доктринальная, а цивилизационная бездна. Командующий беспилотными системами добавил, что противостояние с Россией, цитирую, это не спринт, а марафон с существенными препятствиями, судьбоносный экзамен на выносливость. На демонстрации пилотки Путиным дело не закончилось. Кремль продолжает провоцировать еще одного своего соседа, восточного. 3, 2, 1. Время залпа. Россия провела ракетные учения возле Южных Курил. В маневрах участвовали атомная подлодка, ракетный крейсер и береговой комплекс «Бастион». Российские военные заявили, что ракеты поразили цели на расстоянии более 300 километров. Учения проходят на фоне нового обострения между Москвой и Токио. Всего неделю назад Путин впервые посетил Итуруп, что вызвало протест Японии. Теперь Россия еще и демонстративно проводит рядом ракетные пуски, фактически напоминая Токио, кто контролирует спорные острова. Глава МИД Японии Тосимицу Матеги назвал, цитирую, «наращивание военной мощи России на 4 северных островах неприемлемым». А вот в Министерстве обороны страны восходящего солнца ничего не заявили. Но сегодня стало известно, что ведомство планирует запросить рекордный бюджет в размере примерно 57 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Но, похоже, тут Путин снова всех переиграл. Как думаете, когда Токио попросится в НАТО? Продолжает провоцировать соседей и вассал Путина. Латвийские пограничники обнаружили еще один подземный тоннель и несколько десятков нелегальных мигрантов, которые им воспользовались. Это уже второй такой ход, найденный в Латвии на границе с Беларусью. Первый обнаружили 10 августа. Тогда задержали 15 человек. Увеличение диверсий, подрывной деятельности и различных видов провокаций – это не то, что начнется в будущем. Это происходит прямо сейчас. Возможно ли
ли еще какое-либо вторжение или что-то подобное. В настоящее время мы исходим из того, что должны быть готовы к любому сценарию. Похожие подземные маршруты ранее в большом количестве находили также в Литве и Польше. Не менее тревожны новости из Польши. Подозреваемый в убийстве российского художника Семена Скрипецкого может оказаться профессиональным киллером, как сообщает РМФ-ФМ. Гражданину Грузии Эльнуру М. предъявили обвинение еще в одном убийстве, совершенном в Варшаве в марте 2022 года. Тогда двое мужчин ворвались в хостел и зарезали гражданина Грузии. По неофициальным данным РМФ-ФМ, Эльнур может быть связан с группой грузинских наемных убийц, которая выполняла заказы по всей Европе. При этом сам он вину отрицает. Скрипецкий, известный карикатурами на Путина, Лукашенко и Кадырова, был убит в Польше в июне, и теперь версия о возможном заказном характере преступления выглядит еще серьезнее. Год назад мы высказывали предположение, что активизация постсоветских криминальных группировок в Польше может быть частью гибридной операции Москвы и Минска. И за неполный год полицией и спецслужбами страны задержано как минимум 7 воров в законе. Среди них граждане России, Украины, Беларуси и 4 граждан Грузии. Стало известно, сколько стоит назвать Путина самой известной его кличкой. В Белгороде 47-летнего мужчину осудили за комментарии в Телеграм о хозяине Кремля и российских военных, сообщает Пепел. Григорий Б. назвал Путина хуем плешивым, а его сторонников путинскими хуями. Комментарии нашли сотрудники Центра На мужчину составили протоколы за оскорбление представителя власти и дискредитацию армии. В суде он признал вину, но заявил, что писал все в состоянии алкогольного опьянения и не собирался никого дискредитировать. В итоге хулителя Путина оштрафовали на 30 тысяч рублей, $362. По нынешним временам можно сказать, что очень даже недорого. Причем выплачивать штраф обличителю разрешили в рассрочку. Единственный доход белгородца – пенсия по инвалидности, а это в путинской России всего 19 тысяч рублей или $229. Спасибо, что досмотрели до конца, спасибо за лайки и комментарии, увидимся утром.